Всем привет! Сегодня у нас расклад, какую дверь закроет для тебя судьба и какую откроет. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. Первые две карты сигнификация, остальные парно читаем. Кто ты, что ты за человек. А ты сейчас бежишь прям на скорости, но с завязанными глазами. Ты сейчас, знаешь, по жизни, ну вот я имею в виду в данный этап жизни, очень быстро действуешь. Много задач хватаешь на лету, но ты часто не видишь, куда ты бежишь и вообще зачем ты это делаешь. Энергии много, ты хватаешься за новое, реагируешь мгновенно, но внутри ступор, когда вот надо выбрать направление. Глаза закрыты не потому, что ты не хочешь видеть, нет, а потому что страшно признать, что часть дорог, они не туда ведут, куда тебе надо. Тебе проще делать 100 дел сразу, чем сесть и решить, что вот действительно для тебя важно. Отсюда у тебя идет выгорание. Вот ты говоришь, это, наверное, магнитные бури, это, наверное, там убывающая луна, прочее, прочее, прочее. Нет, это все потому, что ты неизвестно куда бежишь, у тебя выгорание. Шум в голове, усталость, но ты продолжаешь вперед гнать, как танк. Причем танку в попу скипидар засунули. Ты сейчас человек действия, но без паузы на понимание, вот куда это все ведет. Знаешь, нужно остановиться, снять свою повязку с глаз, чтобы увидеть, где ты и куда ты вообще хочешь попасть. Без этого ты будешь просто кружить по одному кругу, тратя силы свои впустую, понимаешь? Ты какую дверь закроет сначала для тебя судьба? Она, знаешь, закроет в то место, где ты пытаешься усидеть на двух стульях. Там, где ты сейчас балансируешь между вот разными вариантами, ублажая всех. Вот скоро придется выбрать одну сторону. Перестанет работать твоя вот эта стратегия и вашим, и нашим. Либо ты четко говоришь, чего тебе нужно, либо тебя начнут использовать как удобный инструмент. И это касается работы, я про работу говорю. Перестанут, как сказать, платить за твои вот эти полузадачи. И отношения, либо ты определяешь границы, либо тебя перестают уважать. Балансировать больше не получится. Тянешь с решением, жизнь она сама его примет за тебя. И не факт, что тебе понравится итог. У тебя закроется возможность быть удобной для всех. Поэтому готовься к выбору. Будет некомфортно, будет больненько, но это единственный способ выйти из вот этого подвешенного состояния. Или жизнь сама за тебя примет. Решение я имею в виду. Какую дверь откроет для тебя судьба? В новое окружение. Там, где ты будешь... Вот сейчас ты чувствуешь себя как в болоте. Мутно, тяжело, липко, неясно. Вот появится как раз шанс перейти на чистую сторону. Речь о людях, которые потянут тебя вперед, они будут топить тебя в своих проблемах. Это новая команда, новое знакомство на работе, где вот ценят твой вклад, круг подруг, с которым вот легко и без вот этих вот гнилых игр. Важно, знаешь что? Ты сама должна сделать шаг. Вот я тебе делаю расклад, и это значит, что нужно сделать шаг. Я за тебя его не сделаю, я тебе могу сказать вариант твоего будущего.
а шаг ты должна сделать сама. И покажешь, что готова к изменениям, тогда появится поддержка. Если засядешь в этом старом болоте, дверь-то обратно прикроется. У тебя сейчас огромный шанс выйти из изоляции, где ты тащишь все одна. А выйти в место, где можно разделить нагрузку. Поэтому момент не упусти. Новые люди, они дадут тебе и свежие идеи, и вот на самом делешную помощь. А не которая эфемерная, я с тобой. Это знаешь, как вот я болею, не болей. Вот примерно вот так вот у тебя сейчас. Знаешь, главное, не цепляйся за прошлые связи с людьми, которые, как сказать, в твоей жизни отжили они уже свое. Я надеюсь, что ты меня поняла. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первые две карты сигнификация, остальные читаем парно. Кто ты, что ты за человек. А у тебя, знаешь, ты человек не остроумный, а вот с острым умом. Это две разные вещи. У тебя острый ум, четкая позиция. Ты быстро соображаешь, ты не боишься решения принимать. Видишь несправедливость или глупость, говоришь прямо, ты дурак. Даже если этому человеку там неудобно или тебе неудобно, ты говоришь, вот ты дебил. Твоя, знаешь, сила в чем? В том, что ты не ходишь вокруг да около, а рубишь, как говорится, правду матку. Но иногда это к конфликтам приводит, потому что ты дурак, не всем нравится. Люди не всегда готовы услышать жесткую правду, тем более, если это она о них. Ты ответственность берешь всегда за свои слова и действия. И вот это за чужими спинами ты не прячешься. Вот это вот, как сказать, подковерных игр ты не играешь. Вот на работе тебя уважают за вот это умение видеть суть и проблемы решать без вот этих лишних сантиментов. В личном плане ты тоже не любишь игры, намеки, ты предпочитаешь ясность. Если я сегодня сверху, я, значит, сегодня сверху, и закрой свой рот. Вот примерно вот так. Знаешь, твоя слабость только в том, что ты иногда палку перегибаешь с резкостью со своей. Потому что, как сказать, людям шанса объясниться ты не даешь. У тебя у этот есть правильное мнение, и оно твое. И ты можешь ранить словом, даже не желая этого. Потому что для тебя важнее факты, чем чувства. Знаешь, тебе нужно научиться чуть мягче доносить свои мысли, чтобы тебя не воспринимали как холодную, бесчувственную женщину. Манипуляции тоже не терпишь. И всегда видишь, когда кто-то пытается тобой управлять. Это очень хорошо защищает тебя от ненужного влияния. Но и это же иногда мешает услышать тех, кто искренне хочет тебе помочь, понимаешь? Да какую дверь закроет для тебя судьба? Закроет дверь, знаешь, к такой ситуации, где ты тратишь силы на удержание того, что уже не нужно тебе. Я про отношения, где ты годами пыталась сохранить видимость стабильности. А на самом деле знаешь, что было? Ты все на себе тянул. Ты терпела несправедливость и верила, что хватит только твоего упорства. Но судьба-то вот тебе говорит по картам: хватит. Ты больше не будешь биться, как рыба об лед, ради там иллюзии контроля. Твоя вот эти токсичные отношения, где ты всегда подстраивалась, где вот твой, как сказать, твой вклад не ценят. Ты вот
перестанешь оправдывать тех, кто пользуется твоей готовностью вот этой помочь. Закроется возможность жить в режиме вот этой вечной жертвы. Когда ты ждешь, что тебя наконец-то заметят, поблагодарят, нет. Дверца закроется. Тебя больше не будут держать в позиции там «потерпи еще немного, все наладится, скоро-скоро». Вот это «скоро-скоро» ты сколько лет терпишь? Болезненно, понимаю, но ты вложила в это много времени и эмоций, будет больненько, но силы, освободившиеся, они пойдут на то, что действительно стоит твоего внимания. Поэтому не цепляйся за то, что отжило, даже если это было частью твоей жизни там годами. Понимаешь? А какую дверь откроет судьба? Она же тебе открывает к новому старту через вот этот болезненный, но необходимый разрыв. Тебе придется прям вот, как сказать, судьба заставит, я бы сказал, не придется. Через неприятный разговор пройдешь. Потерю, чтобы освободить место для чего-то свежего. Это будет уход вот от человека, с которым ты уже задыхаешься, который тянет тебя вниз. Сначала больно, страшно, как будто вот рвется привычная опора. Но за этим последует облегчение и свобода. Не сразу. Я не обещаю, что тебе сразу вот будет «на» и все хорошо. Нет, будет больно. Но зато ты получишь шанс начать с чистого листа, где не надо притворяться, подстраиваться, угождать и тянуть все на себе. Это будет возможность сделать то, что тебя радует, а не то, что надо. Понимаешь? Возможно, переедешь даже, где почувствуешь себя более живее. Новое, оно пугать будет своей непредсказуемостью. Но вот понимаешь, именно там ты найдешь вот людей, дела, которые тебя будут энергией заряжать. Сейчас ты на нулях. И не пытайся сразу построить идеальный план. Действуй вот интуитивно, понимаешь? Доверься первому импульсу, даже если он тебе кажется каким-то там безумным. Это твой шанс выйти из вот этого круга обязанностей и начать жить для себя. А тебе этого очень не хватает. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Кто ты, что ты за человек, сигнификация. Ну, ты человек, который баланс может держать между личным и вот между делом. То есть ты ценишь свою независимость и не готова жертвовать комфортом ради там удобства там начальника или вообще кого-то. У тебя есть четкое понимание, что справедливо, что несправедливо, и ты не боишься это озвучивать. Ты не тот, кто вот соглашается на меньше, да, только чтобы там не конфликтовать, чтобы не ссориться. В работе и в отношениях ты вот стремишься вот к этому. Даешь, получаешь, как его, к равноправному обмену. Даешь столько же, сколько и получаешь. И вот твоя сильная сторона, она в том, что ты не пускаешь дела на самотек. Всегда проверяешь факты, всегда взвешиваешь все свои решения. Но при этом ты не зациклена только на результате. Ты умеешь ценить красоту, ты умеешь ценить простые радости. Ты можешь солнышку радоваться. Ну, это образно я говорю. Знаешь себе цену и другим не позволяешь использовать там твои ресурсы, я имею в виду энергию, время и так далее, без отдачи. Это не жадность, нет, это здоровая граница. Ты научилась строить здоровые границы.
И слова, конечно, на ветер не бросаешь. Обещаешь — выполняешь. Того же и ждешь от других. Но часто, конечно, как сказать, разочаровывание. Потому что, не все же так делают. Да ты один человек из миллиона, кто так делает. Какую дверь закроет для тебя судьба? Знаешь, к старым победам закроет, которые тебя уже не греют. Ты знаешь, ты привыкла получать признание за определенные действия, да, там, на работе, там, в кругу близких, но теперь этот сценарий, он перестанет работать. Твои заслуги прошлые, они больше не будут гарантировать тебе поддержку или какое-то там одобрение. Понимаешь? Как если бы ты там годами собирала грамоты, да, за школьные достижения, а сейчас их выбросили. Пора искать новые способы себя проявить. С чувствами то же самое. Старая связь, где ты давала больше, чем ты получала, они себя исчерпали. Не пытайся вернуть то, что ушло. Того, кто ушел. Даже если тебе это кажется, что это важно. Нет. Судьба тебе понять даст, что хватит цепляться за этот вчерашний успех, вчерашние отношения. Это вчера было. Которые давно у тебя стали привычкой. Место нужно освободить для чего-то настоящего, вместо того, чтобы тащить за собой эти пустые трофеи. Какую дверь откроет для тебя судьба? Тут вообще интересно. Ты скинешь с себя то, что тебя держит. Вредные привычки, люди, обязательства, которые ты давно терпишь, но они тебе уже давно не по душе. Понимаешь? Ты получишь шанс разорвать этот замкнутый круг. То есть по картам это работа над дьяволом. Понимаешь? Уйдешь с токсичной работы, перестанешь общаться с теми, кто энергию с тебя сосет. И это не про побег, нет, это работа. Это про осознанный выбор. Ты перестанешь играть по чужим правилам, которые тебе нахер не упали, извини меня за выражение. Если раньше ты боялась потерять контроль, например, в деньгах, в отношениях, неважно, сейчас ты поймешь, что победа настоящая, свобода настоящая, они там начинаются, где ты перестаешь цепляться за эту иллюзию безопасности. Знаешь, действуй резко, но не импульсивно. Не спрашивай ни у кого разрешения, просто заяви о своем решении и иди вперед. Главное, не поддавайся страху, а вдруг будет хуже? Не будет. Уже хуже. Будет по-другому, но это твой шанс начать жизнь с чистого листа, понимаешь? Все ты понимаешь. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что я с тобой рядом и слежу за тобой, особенно за троечками, потому что у них работа над дьяволом.